Эту программу транслирует компания «Сетевизор». Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии главного редактора журнала «Нью Таймс» Евгению Альбац. Здравствуйте. Здравствуйте. Новости приходят из Еврокомиссии, дипломатические источники наговорили очень много интересного. Предлагает Еврокомиссия в рамках разработки новых санкций против России ограничить российским госкомпаниям доступ к европейскому рынку капитала. Кроме того, Евросоюз предлагает значительно расширить санкции. Если говорить по персоналиям, то, например, запретить въезд министру обороны Сергею Шойгу, заморозить его активы. Кроме того, ряд стран ЕС вообще предлагает заморозить какие-то культурные и спортивные мероприятия. Ну, тут, конечно, сразу все начали говорить про чемпионат мира 2018 года. Насколько это серьезная угроза для России сейчас? Ну, пока то, что вы перечислили, там ничего серьезного нет, потому что, собственно, особенно евробанды мы не выпускаем в этом году. Значительно серьезнее это было заявление Камеруна пару дней назад, премьер-министра Великобритании, о возможности отключения российского банков от SWIFT. Про это сказали сегодня, что это слишком радикальные меры, и, пожалуй, к ним прибегать не станут. Я думаю, что самое интересное будет происходить 4-5 сентября на саммите НАТО. Вот это, конечно, любопытно, что там будет. Я думаю, что европейцы и Соединенные Штаты понимают, что ситуация только начала развиваться, и поэтому они будут хвост отрезать по кусочкам. Понимаете, в чем дело? Если вы сейчас применяете такие серьезные санкции, как отключение от SWIFT или там замораживание расчетов в долларах, а Россия, как известно, торгует нефтью в долларах, да, то Путин предпринимает дальнейшие действия по эскалации ситуации на Украине, то что вы после этого делаете? На военного решения вопроса нет. Не случайно Путин, а до этого Рогозин напомнили, что Россия ядерная страна, поэтому такого варианта нет. Значит, поэтому и европейцы, Соединенные Штаты, они пытаются принимать какие-то паллиативные меры. Не реагировать они не могут. Как реагировать они не знают, тем более, что в Евросоюзе, как известно, 28 стран. Согласование предыдущего пакета заняло много недель. Сейчас мы знаем, что 4 страны, члены Евросоюза, против нового пакета санкций. Поэтому я думаю, что это будет постепенно происходить. 4-5 числа вы упомянули про этот саммит. Как вы считаете, чего нам ждать? Ну, собственно, вот у нас Борис Юнанов подробно об этом пишет в номере. НАТО собирается размещать свои войска на Восточной Европе. Весь вопрос, какой вариант будет избран. Вариант, который предлагает Польша, это более радикальный вариант размещения достаточно большого контингента. Польша реально боится, и понятно, почему она боится. Либо менее радикальный вариант, а именно там сменяемые контингенты в Прибалтике, создание инфраструктуры и так далее. Я думаю, что это будут довольно любопытные дебаты, за которыми мы будем наблюдать. Ну, вот сегодня президент Эстонии публично выступил за строительство постоянных баз НАТО на территории его страны. Этот вопрос будет обсуждаться, да, и о том, что в странах Прибалтики будет строиться инфраструктура НАТО, об этом говорилось и раньше. Но сейчас Польша настаивает на более радикальном варианте, и страны Прибалтики в том числе, потому что они боятся, что вслед за Украиной последуют страны Прибалтики. В этой ситуации как вести себя России, потому что сейчас мы видим, то господин Барозу говорит про Владимира Путина, который угрожает взять Киев за 2 недели. Правда, господин Ушаков, помощник президента, выступил с опровержением, сказал, что это было вырвано из контекста. То говорят про вот
то, что мы ядерная держава, и, конечно, скептически все отнеслись к тому, что там возможно ядерная война. Но все-таки Россия как-то угрожает в ответ? Да, конечно. Нет? Да, конечно. Я думаю, что мы с вами наблюдали в предыдущую неделю, собственно, изменение парадигмы. Поскольку решение принимает у нас один человек, то можно говорить о том, что изменение парадигмы Путина. Если после малайзийского самолета было ощущение, что Путин задумался, и потом люди вокруг Владислава Суркова или около него, в том числе и в студии «Эхо Москвы», говорили о том, что смена первых лиц в ДНР и в ЛНР связано с тем, что меняет людей с гражданством России на людей с гражданством Украины, чтобы можно было вести переговоры. То есть казалось, что ситуация немножко рассасывается, что военного варианта не будет. Мне кажется, что сейчас совершенно очевидно, что Путин думал и решил, что надо идти по самому радикальному варианту. И мне кажется, что мы ровно это сейчас и наблюдаем, и будем наблюдать дальше. История с десантниками лишнее тому подтверждение. Дело не столько в десантниках. Дело в том, что, понимаете, не принципиально, сколько там, 3000 наших военных, или 1000 наших военных, или несколько сотен наших военных. Важно то, что об этом стали говорить публично, ведь мы понимаем, что интервью лидера самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Захарченко «России-24» не могло произойти просто так. Да? Понятно, что была на это отмашка Кремля. То есть Кремль вывел присутствие российских военных в публичную сферу. Война хоть и не объявленная, при этом уже никто не скрывает, что там воюют российские военные, что там есть российская техника, и что Россия совершенно не собирается останавливаться. Да, давайте мы сейчас прервемся, обязательно продолжим этот разговор буквально через минуту. Оставайтесь с нами, это программа «Особое мнение» с Евгенией Альбац. Многоточие зрения. Эхо Москвы. С понедельника по четверг дневной разворот ведут Ольга Журавлева и Илья Рождественский с 14 до 17 часов. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно. Эхо Москвы и Петр Мамонов представляют. У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил, и стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею, и никому это я не отдаю. Все опять себе. Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка». Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня главный редактор журнала New Times Евгений Альбац. Мы сделали паузу на моменте, когда вы рассказывали, что война хоть и не объявленная, но все-таки вышла в информационное пространство. И да, мы не имеем никаких официальных подтверждений. Нам по-прежнему никто не говорит официально, что российские военные на территории Украины находятся и воюют, но тем не менее мы каждый день получаем новую информацию про новые похороны, про новые потери. Как вообще такое возможно? Почему, в общем-то, никто так спокойно к этому относится в стране? Ведь наши солдаты там совершенно как-то никому ничего не говорят. Просто отправляют российских военных, и они там погибают. Знаете, при советской власти наши солдаты воевали в небе в небе Кореи, которая потом разделилась на южную и северную. Это была прокси-война с Соединенными Штатами. Наше оружие воевало во Вьетнаме, наш спецназ воевал в Латинской Америке, в Африке. В этом смысле ничего нового нет. Просто для нас это новое, потому что последние
последние 23 года все-таки у России и не было, наверное, возможности, и не было особого желания воевать на чужих территориях. Война в Чечне – это все-таки война на своей территории. Я думаю, что идея Путина заключается в следующем, что большие выигрывают. Есть такой тезис в бизнесе. Большие выигрывают. Да? Чем больше экспансия твоей компании, чем больше ты захватываешь рынков, тем труднее с тобой справиться конкурентов, тем больше у тебя возможности диктовать свои правила игры. Я думаю, что Путин исходит ровно из этой логики. И поскольку он полагает, что у него есть единственный контрагент, единственный оппонент, единственный противник – это Соединенные Штаты Америки, то надо действовать сообразно тому, какой противник тебе противостоит. Очевидно совершенно, что как это было в парадигме при советской власти, Соединенные Штаты вновь враг номер один. Так это было, так это значилось и в советском Генштабе, и в КГБ, и в разведке. Соединенные Штаты были враг номер один, и теперь снова Соединенные Штаты враг номер один. Раз так, то необходима экспансия. Экспансия не только территориальная. Россия действительно самая большая страна мира по территории, да, но у нас огромные пространства, которые никак не заселены, при этом Россия всего лишь 8-я страна мира по населению. Население это все время сокращается. И все аналитики указывают, в числе одной из главных проблем России – это сокращающееся население России. Население Соединенных Штатов больше, чем примерно в 2,5 раза больше, чем в России. Соответственно, необходима дальнейшая экспансия. Поэтому я думаю, что Украина – это начало. Не случайно, мне кажется, все эти проговорки в отношении Казахстана. В каком и как это будет все происходить, мы увидим. Как это будет происходить с Белоруссией, как это будет происходить с Молдавией, как это будет, возможно, происходить со странами Прибалтики, с Казахстаном и так далее, это мы все увидим. Думаю, что выбран такой курс. Протестовать Соединенным Штатам можно только если мы большие. Вот Советский Союз, при том, что, так сказать, полстраны голодало, мог противостоять Соединенным Штатам. А Россию Барак Обама, президент Соединенных Штатов, назвал региональной силой. Да? Я думаю, что это очень обидело Владимира Путина. Я думаю, это самое обидное, что мог сказать ему Обама. Хотя, наверное, Обама даже не понимает, что как для наших матча... Владимира Путина. Да. Вот я боюсь, что ровно такая парадигма выбрана. Как это будет происходить, пока очень трудно понять, потому что сфера принятия решений не только совершенно перекрыта, что-то из нее вытекает, но вот то, что вытекает, это, как это называл это один кремлевский чиновник, покер для одного. Это у нас статья Константина Газа в номере. Собственно, все решения принимаются Путиным в тесном контакте с главой ФСБ, с его 6 там заместителями, с аналитическим отделом. Аналитику готовят в основном аналитики ФСБ. И есть какая-то, так сказать, своя сфера компетенции, естественно, министра обороны Шойгу. Экономические министры практически не имеют возможности влиять. Более того, решения по ключевым вопросам принимаются в условиях, когда они находятся в отпуске. Это уже несколько таких важных решений, в том числе по замораживанию денег в негосударственных пенсионных фондах, по накопительной системе и так далее. Все это принимается тогда, когда профильный министр находится в отпуске. Следовательно, вопросы экономики и вообще целесообразности вот, с точки зрения там, развития бизнеса, этих вопросов больше не существует. На карту поставлена внешняя политика и внешняя политика экспансионистская. Соответственно, из этого, мне кажется, надо исходить в
просчете вариантов развития. То есть, правильно я понимаю, что и влияние ближнего круга крупнейших бизнесменов российских, да, там Тимченко, Ротенберги, снижается Владимиру Путину? Если мы больше не говорим про бизнес, а говорим только про войну. Я думаю, что кооператив «Озеро», он и в Африке кооператив «Озеро», но и, наверное, говорят, что основной собеседник Путина сейчас Юрий Ковальчук. Но, как вы понимаете, это все из разряда слухов. Глава, бывший экс-председатель Банка России, против которого введены санкции. Но то, что экономика перестала рассматриваться как приоритет, это безусловно. То, что бизнесмены, которые не входят в ближайшее окружение Путина, практически не имеют к нему доступа, я думаю, что это факт. На прошлой неделе к Путину прорвался глава Сбербанка Герман Греф. И, как рассказывают источники, пытался рассказать Владимиру Путину, что будет, если будут введены новые санкции против российских госбанков и банковской системы в целом, и какие будут последствия, в том числе для Сбербанка, который кредитует почти половину российской экономики. Но, насколько я понимаю, это все сейчас почти нерелевантно, потому что вопрос номер один – это решение, так сказать, воссоздания биполярного мира, так как это понимает Владимир Путин, и захват и концентрация ресурсов, которые позволят России, и опять же в том, как это формируется, видимо, в голове Владимира Путина, стать главным оппонентом Соединенных Штатов Америки. Отсюда все остальное. Отсюда это значит, что неизбежно повышение налогов. Уже говорят о том, что НДС, который сегодня 18%, будет поднят до 20%. Совершенно непонятно, что будет с налогом с продаж, потому что это ужасно неприятный налог. Я думаю, что и 13% плоская шкала тоже благополучно закончится. Я думаю, что мы будем наблюдать концентрацию финансовых и иных ресурсов в руках все меньшего числа людей. Это значит, что бизнесы будут выдавливаться с площадки, просто потому что наличие многих бизнесов неизбежно порождает какую-то плюралистическую среду. Да? Я не говорю о демократии, я просто говорю, что это некий плюрализм, да? Потому что, так сказать, люди гибнут за металл и борются за него же. Поэтому я думаю, что будет происходить концентрация в нескольких руках. Я советую всем читать главу о государственном монополистическом капитализме в книге Владимира Ленина «Государство и революция». Очень полезное сейчас чтение. Логичным на этом фоне выглядит прекращение сотрудничества с американской компанией Ketchum, которая последние 8 лет рекламировала нас как могла за рубежом. И господин Песков говорит, что коммуникационные услуги сейчас во многом бесполезны, когда со стороны США и стран НАТО идет неприкрытая пропаганда. Обычные законы коммуникации и информации не работают. Я думаю, что сейчас ставка будет сделана на агентах влияния, так же, как это было при советской власти. Собственно, мы каких-то агентов влияния мы видим по их выступлению, они раньше были известны. Собственно, весь Валдайский клуб был создан ровно для того, чтобы мультиплицировать агентов влияния в разных странах мира, и где-то это было более удачно, где-то менее удачно происходило. Да, так это будет через агентов влияния, так это было при советской власти. Я вообще думаю, что очень важно понимать, что Путин действует в парадигме, в стилистике того, чего его научили в Краснознаменном институте разведки, который сейчас называется имени Андропова. Да? Он живет в режиме спецопераций, политика приняла форму активных мероприятий. Когда я недавно увидела в Твиттере сообщение о том, ну, естественно, со ссылкой на канал НТВ или на сайт канала НТВ, о том, что вирус Эболы, естественно,
значит, специально там разработали в Пентагоне. Я просто хохотала. Я помню, как в конце 80-х годов значит, служба А, первого главного управления КГБ СССР, вбрасывала активку про то, как вирус HIV, СПИДа был разработан, значит, в Пентагоне, как это всячески спускалось во все советские средства массовой информации. В принципе, но потом, когда ЦРУ придумала, мы да, но потом, когда открылись документы особых папок ЦК КПСС, стало известно, что это было, так сказать, очередное активное мероприятие. Так я думаю, мы сейчас много всего этого увидим. И, собственно, мне кажется, что вот в этом сложность для нас, для всех в анализе или в каком-то прогнозе. Потому что очень трудно прогнозировать спецмероприятия. Да? Очень трудно прогнозировать, какие активки будут вброшены. В известной мере мы возвращаемся в режим кремлинологии, когда путем сопоставления фактов, наложения фактов, люди как-то пытались понять, что же ждать от советского руководства. Правда, у нас есть проблема, потому что все-таки при советской власти было хотя бы Политбюро, и был ЦК КПСС, да, сейчас вся эта сфера принятия решений, она там ограничивается там, практически головой одного человека и его окружением, которое там составляет, может быть, с десяток человек. В этом есть, конечно, проблема. Продолжаем ловить сигналы и придумывать, что это может значить. Вы знаете, что я думаю, что для нас, вообще для людей, которые интересуются тем, как будет развиваться политика, важно пытаться понять все-таки выбранную Путиным парадигму. Есть люди, которые считают, что у Путина никакой стратегии нет, а есть только исключительно он действует в реактивном режиме, и он принимает исключительно тактические решения. Я не думаю, что, честно говоря, это так. Другой вопрос. Это не значит, что что-то прорабатывалось. Да? Мы знаем, что когда было принято решение по Крыму, сначала приняли решение об аннексии Крыма, а потом Минэкономразвитию было дано задание, так сказать, посчитать, и оказалось, что нам это станет там больше, чем в триллион. Поэтому тут нет такого долгосрочного плана. Да? В общем, не стратег. Не стратег, похоже. Ну, я думаю, что он, в общем, что Путин для себя принял какое-то вот такое решение, и собственно, в этой парадигме он будет действовать. Давайте мы сейчас сделаем паузу, 3 минуты буквально, и скоро вернемся. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня главный редактор журнала «Нью Таймс» Евгений Альбац. Вы вспомнили советские времена. Тут вот если посмотреть на то, что происходит с продуктовыми этими всякими эмбарго и ценами, тоже как-то все сразу начали вспоминать Советский Союз. Вот сегодня, например, глава ФАС Игорь Артемьев сказал, что Кабинет министров готовит постановление, которое позволит властям регионов заключать соглашения с производителями по фиксированию цен на продукты. То есть, по желанию, можно будет фиксировать цены на продукты. Это, я думаю, что Артемьев умнее. Ну, собственно, понятно, что не он принимает решение. Такое ощущение, что совершенно правительство уже вообще не существует ни в каком варианте. Ну, мы знаем, чем это закончилось при советской власти, когда фиксирование цен привело к дефициту, неизбежно приведет к дефициту. Ну, честно я вам скажу, Татьяна, вот на фоне тех новостей, которые идут с Украины, того, что происходит, меня это как-то вот в самую последнюю очередь волнует. На востоке Украины идет война. Да. Война, причем война, в которой мы участвуем неофициально, и нас убеждают, что нас там вообще нет, и тем не менее... Нет, нас не убеждает, и заметьте, ничего подобного. Ну как? Нам на прошлой неделе это было совершенно откровенно заявлено господином Захарченко, когда он сообщил, что там в отпусках наши военные. Но мы же все понимаем, да? Что значит в отпусках наши военные? А границу они, значит, там вот между домами в Изварино
проходит на свой страх и риск, рискуя попасть под закон Российской Федерации о нарушении границ, о наемничестве и так далее. И десантники заблудились, и Владимир Путин сказал, что он верит, что они заблудились. Конечно, заблудились. Ну, что там в этой игре? Все. Это стало публично. Они не случайно это сделали публично. Мы увидим, как напуганы страны Восточного блока. Вот сейчас только что Эхо передавало, что и Румыния, так сказать, хотела бы там разместить базу. Путин добился, наверное, того, к чему он стремился. Россия станет осажденной крепостью. И мы будем заложниками в этой крепости. Мы уже заложники. Но мы в этом сами виноваты, поэтому что там говорить. Мы же это допустили. И вина, конечно, лежит прежде всего на образованном классе, который это допустил. Потому что очень хотелось вкусно есть и красиво жить. А поэтому казалось, что можно идти на любые концессии, можно идти на сдачу демократических институтов, на конформизм и так далее. Получили то, что получили. Это как-то очень все звучит безвыходно и совершенно... не может же быть так. Даже если вас съели, у вас два выхода. Ведь всегда ситуация может быть переломится. Тань, я как никто другой вас понимаю, когда вы говорите, не может так быть. Я тоже трясу головой и говорю себе, не может так быть. Я помню, как заканчивалась советская власть, и мне казалось, мама родина, неужели я дожила до того, чтобы увидеть, как будут сваливать памятник Дзержинского? Как будут пугливо озираться и предлагать любые документы ребят с Лубянки. Дожила. Потом прошло 23 года, и я сейчас трясу головой и говорю себе, неужели я теперь увижу, как вернется Советский Союз? Но этого не может быть, история не повторяется. Но при этом, знаете, вот сейчас 1 сентября, 75 лет начала Второй мировой войны. И мы как раз в номере опубликовали большой материал Марка Солунина, собственно, вот исключительно факты, что этому предшествовало. И иногда просто закрываешь глаза и думаешь, господи, как же похожа вот стилистика, вот эта психология обмана, это способность, так сказать, связываться с дьяволом только чтобы сохранить власть. Это готовность на любую подлянку в отношении собственных граждан, как, собственно, произошло с могилами псковских десантников, только чтобы сохранить власть. Да, ужасно не хочется. Но что делать? Зато безумный интерес. Очень интересно. Вот как это все будет происходить? Быть свидетелем исторических событий конечно, интересно. Всегда интересно. Это очень интересно. Да. Вот как интересно устроена память. В эти дни, по идее, вся страна должна вспоминать трагедию в Беслане. 10 лет назад это произошло. Мы смотрим на соцопросы и видим, что большинство россиян убеждены, что в ситуации с захватом террористами школы в Беслане власти сделали все возможное для спасения заложников, а в целом россияне вообще стали забывать детали и обстоятельства трагедии в Беслане. Открываем телевизионную программу, видим за эти 3 дня на федеральных каналах одну программу про Беслан. Россия, Russia Today показывала оттуда съемки, Дождь показывала оттуда съемки. Я про федеральные каналы говорю. Я с федеральным каналом как-то, в общем, я давно забыла, на какой кнопке что. Вы знаете, Тань, я думаю, что это естественно. В истории, и, собственно, и в последней истории России много очень трагических дат. Беслан стоит отдельно, потому что это дети. Потому что погибло очень много детей. Но я хотела бы о другом сказать, что, понимаете, вот вы бесконечно цитируете соцопросы, между тем вот надо хорошо понимать, что эти соцопросы, они отражают не общественное мнение. Общественного мнения сейчас нет. Угу. В отсутствии демократических институтов никакого общественного мнения нет. Вы
те цифры, которые вы цитируете, вы обозначаете восприятие людьми того, что они видят на центральных телеканалах. То есть, грубо говоря, вы меряете реакцию, насколько они, проглотили то, что им рассказывают на каналах. Вот ровно это. Мы не знаем, что люди думают. Не знаем. Несколько недель назад как раз замечательный профессор Гельман из Европейского университета в Санкт-Петербурге публиковал у нас статью, в которой он приводил, когда разваливалась ГДР, Германская Демократическая Республика, да, опросы показывали, что большинство населения ГДР были за Хонорка, глава правящей партии, да, который там, бог знает, сколько времени был у власти. Вот там больше 70% его поддерживали. Показывали опрос. Там буквально прошло 2 или 3 дня, его не стало. Вот это ровно то, что происходит в такого рода режимах. Отсюда и бесконечные эти испуги власти, которые вдруг человека, который выходит на одиночный пикет, скручивают и везут, и сажают на несколько суток. Понимаете, они тоже не понимают, что происходит. Потому что они-то отлично знают, что они меряют сейчас не отношения людей, а пережевывание того, что идет на телеканалах. Это в любую секунду может повернуться совершенно в другую сторону. Тогда еще вопрос последний, не могу его не задать, от нашего слушателя из Петербурга. Спрашивает он про то, как прошло прощение с Антоном Бусловым и как вообще это все проходило. Антон Буслов умер в Нью-Йоркской клинике. Умер он практически во сне. Было сделано все, чтобы он не испытывал никакой боли. Он очень боялся, что у него будет асфиксия, потому что опухоль перекрывала дыхательные пути. Было сделано все, чтобы никакой боли он не испытывал. Он был кремирован в Соединенных Штатах, прах его будет развеян над рекой. Я не могу, это произойдет в пятницу, я не могу называть город, где это произойдет, потому что это будет не публичное действие. Антон не хотел, чтобы у него была могила. Вот, так что Антона здесь больше нет. И это, конечно, такая очень болезненная история. Но, с другой стороны, история Антона Буслова – это как раз потрясающая история успеха гражданского общества, вообще людей, которые объединились для того, чтобы ему помочь. Я напомню, что когда первый раз он объявил свой сбор, в нем приняли участие 20 тысяч человек, а в последнем принимали участие уже 70 тысяч человек. И это очень здорово, что люди в России не богатые и не фонды, не НКО какие-нибудь, ничего. А вот просто обычные люди стали понимать, что взаимопомощь и поддержка – необходимая вещь. Спасибо большое, и спасибо вам, что вы были с Антоном до последнего момента. Евгения Альбац, главный редактор журнала New Times, особое мнение. Спасибо. У вас есть